Всем привет! Сегодня я готовлю квашеные помидоры с капустой и, конечно же, делюсь рецептом с вами. Давайте готовить вместе. А для рецепта нам понадобится капуста, бурые или зеленые помидоры, морковь, лавровый лист, черный перец душистый и черный перец горошек. Соответственно, еще потом для рассола соль, вода и сахар. Точное количество ингредиентов, как всегда, найдете в описании под видео. Для начала шинкуем капусту удобным способом. Я это сделаю машинкой. После того, как нашинковала капусту, надо сюда же нарезать мелко морковь. Кладу сюда вот перец горошек, перец душистый и все аккуратно перемешиваю. Не перетираю, просто аккуратно смешиваю капусту с морковью, ну и перец между ними. Лавровый лист я положила вот в баночке. У меня 2 двухлитровые банки, то, что не поместится, я положу в 3-ю баночку, возьму. А потом, когда капустка уляжется в баночке, все переиграет, я добавлю с 3-й банки туда. Это потом все покажу. Сейчас я положила на дно лавровый листик и укладываю сначала капусту с морковью. Делаю первый слой капустный и слегка притрамбовываю. Выровняла и притрамбовала. Теперь сверху буду укладывать помидоры. Я помидоры хотела положить целые, но у меня они довольно крупные, поэтому я решила разрезать их пополам. Можно целые, если мелкие помидоры, конечно, можно целые. Которые у меня будут помельче, я целые и положу. А эти все-таки, они сейчас займут сразу полбанки и ничего у меня не поместится. Поэтому я разрезаю и укладываю аккуратненько. Очень вкусно получается именно с бурыми помидорами, не совсем зелеными, а вот такие. И, кстати, если у вас помидоры совсем зеленые, подержите их в холодной воде часика 3, чтобы они у вас потом не горчили и никаких неприятных ситуаций не возникло. Это иногда бывает, если помидоры совсем зеленые-зеленые. Вот таким образом сложила помидоры, слегка их рукой тоже выровняла, подровняла, чтобы слой был ровный. И сверху опять закладываю капусту слой. И вот так слоями укладываю всю банку. Капусту слегка опять притрамбовываю. Не сильно, не надо ее сдавливать, чтобы она пластом лежала. Пускай она дышит, просто слегка придавливаю. Я нашинковала 1,5 килограмма капусты, 1 морковку небольшую, граммов 150, помидоров у меня было 1 килограмм 800 граммов, перец горошком штук 10-15, перец душистый 4-5 штучек. Это все так я на глаз кладу, но вам примерно говорю. Лавровый лист на дно каждой баночки и по рассолу скажу дальше. Верхним слоем укладываю капусту и опять-таки слегка притрамбовываю, разравниваю. Вот так, смотрите, выглядит баночка. Можете чуть меньше положить капусты, больше помидоров, но больше капусты класть не надо. Все-таки мы квасим помидоры, поэтому капусту больше не добавляем. Таким образом уложу и 2-ю баночку, а то, что останется, сложу в 3-ю. Потом, когда все переиграет, я соединю, у меня получится 2 баночки. Если хотите, можете делать в 3-литровых банках. Разницы нет, как вам удобно. И, как я и сказала, помидоры, которые более мелкие, я кладу целиком, которые более крупные, разрезаю пополам. В итоге у меня получилось 3 двухлитровые банки, 3-я она не совсем такая забитая, чуть там все посвободнее. Теперь осталось приготовить рассол и залить наши баночки этим рассолом. Потом покажу, что делать дальше. Чтобы приготовить рассол, нам понадобится питьевая вода, соль и сахар. На каждый литр воды кладу 2 столовые ложки соли с горкой и чайную ложку сахара. И если квасить только капусту, делаем то же самое, только соль кладем 2 столовые ложки без горки. Чисто капуста без помидоров будет кваситься 3, максимум 4 дня. Потом надо будет убрать ее в холодильник и все. С помидорами процесс немного длительнее. Теперь это все хорошенечко размешаю, чтобы соль, сахар растворились, и буду так заливать вот этим рассолом каждую баночку. Банки заливаю не до самых краев, а оставляю немного места, чтобы капуста наша с помидорами дышали. Вот так. Банки я оставляю на кухонном столе, прикрыв их крышками. Обратите внимание, что не плотно закрыв, а прикрыв и оставив щель. На всякий случай под банки я кладу тарелки, что если жидкость начнет вытекать, чтобы она была в тарелочках, и я ее туда возвращала. На утро
Я начинаю прокалывать вот так банки, до дна достаю деревянной палочкой. Видите, уже пошли пузырьки, уже начался процесс брожения. Так я буду все баночки вот так пройдусь, выпущу лишний оттуда воздух и опять прикрываю крышками и оставляю на кухне. Так я буду проделывать 2-3 раза в день. Никуда не убираю, оставляю при комнатной температуре. Пошли третьи сутки. Процесс идет активнее. Видите, выходит воздух, как хорошо. Сверху пена, рассол помутнел. Все идет по плану. Продолжаю помогать деревянной палочкой 2-3 раза в день. Это обязательно. На четвертый день у меня все выглядит вот так. Капуста уже готова. Я сейчас переложу с третьей банки помидоры по 2 банкам, которые были полные. А капусту уже можно есть, остаток убирать в холодильник, который без помидоров баночка останется. Сейчас я еще раз прокалю все. Посмотрите, уже процесс брожения идет очень медленно. Капуста, потому что уже готова. У нас теперь помидоры доквашиваются. Поэтому сейчас вот поближе видно, что пузырьков уже таких нет. Видите, все уже спокойно. Рассол мутненький. Все хорошо, так и должно быть. Я вам специально показываю поближе, чтобы вы видели, как идет процесс, что уже воздух не выходит практически, пузырьков больших нет. Теперь помидоры с третьей банки перекладываю в 2. Естественно, когда перекладываю помидоры в банку, жидкость выливается, но у нас для этого под банками есть тарелочки, а закон Архимеда никто не отменял. И этот как бы лишний рассол я перелью в банку с оставшейся капустой. Получились помидоры с капустой в 2 банках и отдельно еще немного капусты. Помидоры выглядят уже красиво, они вот такие аппетитненькие, но они еще не готовы. Вот хочу показать вам поближе, как хорошо, как красиво выглядит помидор. Очень аппетитненький. Все помидоры поместились в 2 банки. И, как я и говорила, третья банка осталась с капустой. Сейчас я перелью в нее весь оставшийся рассол, который под баночками с помидорами. Как говорится, сказано, сделано. Баночку с капустой можно уже убрать в холодильник, а эти оставляем кваситься еще на пару дней. И эти 2 дня также не забываем деревянной шпажкой выпускать воздух из банок 2 раза в день. У меня прошло 6 дней. Вот я вам показываю, что никакого движения уже нет, воздух не выходит, брожение не происходит. То есть можно закрыть крышками и убрать в холодильник. У вас может простоять 5 дней, может простоять 7 дней. Зависит от температуры на вашей кухне. Смотрите, вот как прекращается это движение воздуха, значит убирайте в холодильник. И вот, наконец, такая вкуснотища сезонная у нас уже готова. Посмотрите, как это уже все аппетитно. Солененький запах от солений, сами знаете. И вот у нас капуста уже готовая, как я уже сказала, 3 дня спустя капуста приготовилась. А помидоры через... Чарли. А помидоры через 5 дней, они уже солененькие, но они еще не квашеные. Вкус не квашеных помидоров, а просто соленых. Поэтому вот в таком виде баночка потеет. С холодильника достала, она сейчас запотела. Я протру вам показать. Вот в таком виде прямо храните в холодильнике месяц. Еще месяц пускай лежит. Главное дотерпеть. Капусту можете есть по ходу доставать, а помидоры через месяц будут как надо. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю всем всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.